5 яиц, щепотка соли. Начинаю взбивать. И в процессе взбивания добавляю 150 грамм сахара. Остается рисунок на поверхности какое-то время. Значит, яйца взбиты достаточно. Добавляем муку. Обязательно просеивайте. 150 грамм муки и пол чайной ложки ванилина. И аккуратно муку вмешиваю во взбитые яйца. Сильно долго не вымешиваю, потому что у меня еще два ингредиента. Это молоко 50 мл теплое, обязательно должно быть не холодное. И 50 грамм растительного масла. Перемешиваю между собой. Немножко теста добавляю. И очень аккуратно перемешиваю. Перемешивать надо аккуратно, чтобы не осадить тесто. Бисквитное тесто готово. У меня разъемная форма размером 24 сантиметра диаметром. Можно и 26, и 28 брать под такое количество теста. От таких манипуляций бисквит не осядет, просто не будет больших дырок. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать минут на 30-35. Но тут все зависит уже от вашей духовки. Проверяем деревянной шпажкой. Бисквит готов. Выпекался ровно 35 минут. Только что я его вытащила из духовки. Прохожу по краям тонким ножом. Открыла форму. Немножко прилипла бумага к форме. Оп. И остается снять бумагу. Красота. Горяченький, с пылу с жару. И даю бисквиту полностью остыть. Пока остывает бисквит, сделаю крем. Я заранее достала из холодильника сливочное масло 300 грамм. Начинаю взбивать. Сначала просто масло. Масло сливочное взбила. Добавляю какао. Прям такую хорошую столовую ложку. И продолжаю взбивать. Взбила какао со сливочным маслом. Теперь начинаю добавлять сгущенное молоко.
Я подготовила банку молока сгущенного, оно у меня тоже комнатной температуры. По ложечке добавляю. Крем готов, он получился такой плотный, красивого цвета, не сильно темный, как раз то, что мне нужно. Прямо настоящее молоко с какао. Бисквит остыл. У меня получился высокий, смотрите. Я хочу его разрезать на 4 коржа. Для этого я сначала разрежу на 2 коржа, а потом каждый еще на 2. Так будет проще. Делаю надрезы, потом вставлю в них нитку и разрежу бисквит на 2 коржа. Посмотрите, какой красивый внутри. Вот получились 2 таких коржа. И этот корж тоже толстый, его можно разрезать еще на 2 коржа. Мне хватило крема, тютелька втюрмала. Поэтому я украшу только по бокам. Вуаля! Посмотрите, какой красивый тортик получился. Но все-таки крошки не хватило. И в завершении я сверху посыплю орешками. Торт постоял ночь в холодильнике.